Это фиаско, братан. Итак, ребят, добрый день всем. Выбрался я сегодня на аэродром, на наше место. Потому что в гараже не могу я это тестировать, там слишком громко, соседи меня не поймут. Ну и да, там дышать просто нечем будет. Здесь я уже могу газовать, как мне надо, и не переживая о том, что я буду мешать своим соседям. В общем, сейчас заправляю до литра, сделаю полным наш бак. Сейчас вот так камеру поправлю. Сделаю бак полным. И будем уже стартовать. Итак, бак заправленный. Подключаем газовый баллон. Одеваем наушники. И погнали. Также не забудем включить весы. Так. Пошел процесс. Пошел процесс.
Короче, ребята, что-то пошло не так. И ее реально заклинило. Это просто жесть. Ее реально заклинило. Походу раскрутилась передняя гайка. Походу я плохо закрутил переднюю гайку. И компрессор, раскрутилась передняя гайка. Видите? И компрессор уперся в диффузор. Поэтому ее заклинило. В общем, теперь буду дома разбирать, смотреть, что произошло. Ну, вы видели, да? 13 килограмм тяги она выдавала. Так что она работала. Ключевое слово, она работала. Так что, ребят, будем смотреть, что же там произошло. Ну, заклинило ее намертво. Я даже не могу провернуть. Так, ребят, в общем, снимаю я турбину. Приехал только что. И сразу же хочу ее разобрать. В общем, что-то пошло не так. И была очень-очень сильно резкая остановка двигателя. И турбину заклинило прям намертво. Вообще в ноль. Я ее даже не могу прокрутить рукой. Либо это подшипники, либо это крыльчатка компрессора. Потому что гайка передняя, она открутилась на компрессоре. Не знаю, неужели я забыл ее затянуть. Вот это фиаско. Это фиаско, братан. Снимаем ее со стенда. Ребят, ну вы видели эти 13 килограмм безумной тяги? Ах, я... Ну, короче, она намертво. Ну, турбина выглядит отлично. Здесь ничего не шлифануло. Сколько керосина там внутри. Фу, как она воняет. Как бы, если бы вы это только знали. Как она воняет керосином. Это просто жесть. Сниму крышку, посмотрим. Может быть, слетел шланг с подачи смеси на смазку подшипников. И тогда я могу себе представить, что она заклинила из-за этого. Хотя вроде я его вчера хорошо одел. Да нет, здесь все на месте. И масло. То есть видно, что керосин на подшипнике поступал. Здесь все отлично. Ну, она жесткая. Прям просто жесть. Ну, а гайка, вот я ее могу от руки выкрутить. Тут, походу, ребят, даже резьбу сорвало на гайке. От того, что такая резкая остановка была.
Ну, причины, как я вижу, может быть две. Либо накрылись подшипники, и была очень резкая остановка из-за них. И тогда понятно, компрессор тяжелый, она вышла на максимальные обороты на 120 тысяч. И при резкой остановке, естественно, компрессор дальше пошел. И он гайку сильно затянул, и тем самым сорвал резьбу на ней. То есть все это в принципе объяснимо. Но мне интересно, почему так произошло. Да. Этого же не должно было случиться. Ну, здесь все красиво, конечно, чуть-чуть подкопчено. Могу чуть-чуть провернуть. Где-то во что-то упирается. С нее еще пар идет даже. Она еще горячая. Я приехал и сразу за разборку взялся. Не могу такие вещи надолго оставлять. Ребят, как думаете, что с ней произошло? Пишите прямо сейчас в комментариях. Мне интересно, кто что напишет. Ну что, ребят, как думаете? Вскрываем ящик Пандоры. Я сниму пока что только передний диффузор. Ну да, реально, крыльчатку ее прям шлифануло. Смотрите, вот стесало. Вот место, где потерло. Вот оно место, где шлифануло. И крыльчатку видно, что ее реально поело. Ну, вот она освободилась. Ну, а теперь, конечно, все свободно. Да. В общем, я так подозреваю, что виной всему вот эта гайка. Она открутилась по непонятной мне причине. Вся резьба, вот она осталась. Вот она резьба. Что способствовало этому? Потому что вибраций я каких-либо не ощущал. В общем, это не подшипник виноват. Подшипники вообще отлично себя чувствуют. Есть некое биение на валу. Как будто бы вал повело. Я даже ее провернуть не могу, крыльчатку, хотя раньше она проворачивалась. Итак, друзья, удалось снять крыльчатку. Она просто с диким натягом там сидела. И что я здесь увидел?
В общем, вся проблема, как я и сказал, была в том, что гайка передняя, она открутилась или почему-то сорвалась резьба. И здесь мы видим вот это место, которое прилегает к вот этой дистанционной шайбе, которая отодвигает наше колесо компрессора от вот этого спрямляющего аппарата. И оно прям здесь видно, что дико-дико терлось. То есть гайка открутилась, и он начал проворачиваться. И, короче, получилось, что завальцевал. Я его нагрел, этот компрессор, и уже на токарном станке потом снял. Ребят, не удивляйтесь, это следы балансировки, это мы просто баловались здесь. Короче, пытались добиться какой-то балансировки, но финальная балансировка будет уже после теперь этой сборки. Уже конкретная балансировка будет. Либо я куплю другое колесо компрессора, потому что это уже очень жестко покоцано. Хотя не знаю, для тестов оно пойдет. Вот эти края заточенные надо подработать. Все это убрать. И думаю, что для пробных запусков все-таки, наверное, использую я это колесо. Не знаю, в общем, буду думать, что делать дальше. Потому что теперь есть определенный износ на колесе. И это повысит температуру работы турбины. В остальном все, как я и сказал, все отлично. Подшипники в очень хорошем состоянии. Заднее колесо тоже. Конечно, была очень резкая остановка. Но ничего, все выжило, все отлично. Нужно теперь проверить вал на биение. И уже дальше думать, что с этим делать и как быть дальше. Вот такие вот дела, ребят. Я вам все показал, даже вот это свое фиаско. На какой-то момент я вообще в ступоре был, я даже не знал, что мне делать. Я не понял вообще, что произошло. Но потом взял себя в руки и продолжил съемку дальше. В общем, я показываю абсолютно все, и фиаско свое. Так бывает, ребят, иногда так бывает. У меня это первый раз, что гайка передняя открутилась, не знаю почему, но она открутилась, ребят. В общем, на этом все. Всех благодарю я за просмотр. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Это очень важно для продвижения моего канала. Иначе это просто вообще неинтересно все это снимать. На этом все. Всем счастливо и всем пока.